Произошло эмоциональное и случайное воссоединение, оказавшееся настоящим испытанием для всех неподготовленных свидетелей, которые не могли сдержать эмоций и пролили слезы. Эта история началась более 2 лет назад, когда белая собака по кличке Луна случайно потеряла своего хозяина, потому что была слишком игривой и невнимательной. В тот день они гуляли в парке, и, увлекшись игрой с другими собаками, Луна вырвалась из рук ее владельца, молодого человека по имени Алекс. Осознав, что его любимая собака пропала, он долго искал ее, но все его попытки закончились безуспешно. С этого дня Луна стала бездомной собакой, скитающейся по улицам в поисках пищи и убежища. Жизнь на улице оказалась жестокой. В холодные ночи она дрожала от страха и холода, а жарким днем искала тень под деревьями. Каждый день для нее становился настоящим испытанием, полным страха и одиночества. Поскольку о ней некому было заботиться, Луна часто приходила в ужасно голодное состояние. Ее тело истощалось, а белоснежная шерсть покрывалась грязью и колтунами. Однако в ее маленьком сердечке всегда оставалась надежда, что однажды она снова встретит своего любимого хозяина. И с этим она продолжала биться о суровые реалии городских улиц. А тем временем Алекс не терял надежды найти свою собаку. Он размещал объявления в социальных сетях и на деревьях, искал ее повсюду. Прошел год, и каждое сообщение, которое он получал, только добавляло ему горечи. В конце концов, ему пришлось смириться с тем, что, возможно, они расстались навсегда. Но в сердце все еще жила надежда на их воссоединение. Он бывал в том парке, где последний раз видел Луну, и каждую прогулку сопровождала пустота без ее веселого виляния хвостиком. Однажды, после долгого рабочего дня, Алекс решил отправиться в небольшую поездку к своим родителям. Он сел в машину и поехал по проселочным дорогам, чтобы отвлечься от своих мыслей. На одном из перекрестков красных фонарей он остановился, чтобы дождаться сигнала. Внезапно его внимание привлекла странная фигура на углу улицы. Освещенная вечерним солнцем, она выглядела знакомо. Это была Луна. Тем временем у Луны также возникло какое-то странное чувство. Она смотрела вокруг с надеждой, когда увидела приближающуюся машину. Когда ее грустные глаза встретились с его, они вдруг засияли, и она побежала к машине с неожиданной энергией. Пес остановился у колеса и, взвизгнув от радости, замахал хвостом, как бы крича: «Это он! Я его нашла!» Она почувствовала, что настал тот долгожданный момент. Алекс знал, что не ошибается. Вспышка из прошлого расколола его сердце, и он сразу узнал свою Луну, даже несмотря на ее изменившийся внешний вид. Алекс, не в силах сдержать слезы, выскочил из машины и бросился к своей собаке, обнимая ее, как будто боялся, что она снова исчезнет. Но на этот раз Луна не могла развеселиться. Она, казалось, была напугана. В ее глазах было множество эмоций, радость от воссоединения, но также страх, что Алекс покинет ее снова. Молодой человек сразу понял, что ее состояние могло быть связано с ее ужасной жизнью на улице. Он вытащил из рюкзака пачку собачьих лакомств, которые всегда с собой брал, когда планировал побаловать свою любимицу. Луна начала жадно поедать предложенное лакомство. С другой стороны улицы неожиданно к ним приблизились еще несколько бездомных собак, также тощие и уставшие. Неожиданно Луна, словно почувствовав свою обязанность, остановилась и взглянула на своих уличных друзей. Она прижала уши, как будто призывая своего хозяина разделить еду и с другими. Алекс, увидев это, сильно растрогался. Он не мог оставить их голодными. Он понял, что ему нужно было сделать больше, чем просто забрать Луну домой. Собравшись с мыслями, он вытащил из своей сумки все лакомства и стал делить их между всеми собаками. Этот момент стал трогательной сценой и для него, и для зрителей, которые остановились, чтобы наблюдать за этим воссоединением. Луна весело виляла хвостом, помогая другим собакам, пока они жадно ели, словно умирали от голода.
Алекс, прослезившись, вспомнил, как его любимца всегда интересовали другие животные, и в этот момент он увидел, как важно делиться своими благами. Только тогда он понял, что Луна не просто его любимый питомец, она была настоящим другом, заботящимся не только о себе, но и о других. Алекс пристально смотрел на нее. Он увидел, как ее глаза поблескивали от счастья, когда она помогала своим уличным друзьям, и сердце его разрывалось от радости и горестного понимания. Он не мог оставить их здесь, на улице. Когда еда закончилась, глаза других собак искали его. Луна скакнула к Алексу и, не отводя взгляд, попыталась замахать хвостом, как будто ей было важно убедить его, что это правильное решение. В этот миг он понял, что не может просто взять Луну и оставить других. Он понял, что следует принять решение, которое стало бы отголоском их тепла и любви. Алекс погладил Луну, обнял ее и тихо сказал: «Мы не можем просто уйти, любимая. У нас есть работа, чтобы помочь всем этим малышам». Ему стало грустно, но он знал, что правильно поступает. С решимостью в душе он объявил: «Я возьму их с собой». Луна смотрела на него, и ее моменты сомнения исчезли, когда она почувствовала его уверенность. Сердце Алекса трепетало от страсти и любви к этим существам, и он понимал, что теперь пора изменить чью-то судьбу. Они с Луной провели несколько минут, ожидая, пока не пришло время. Это было чудо. Каждая из собак, которые в момент столкновения с судьбой нашли своего спасителя, теперь смогла обняться с ним и с Луной. Волнение наполнило их сердца. Алекс не знал, как справиться со всеми тремя собаками, но понимал, что его жизнь никогда не будет прежней. Луна, теперь полная любви и уверенности, быстро приняла улучшенное положение среди уличных друзей и стала их лидером. Она стала связующим звеном между ними и Алексом. Несмотря на различия в размерах, каждая из собак быстро нашла себе место в их новом доме. Алекс не мог не улыбаться, когда наблюдал, как они играют и исследуют новый двор. В тот момент его сердце было исполнено счастья, а Луна в своей радости ощутила себя вновь любимой. Привязавшись ко всем своим новым друзьям, Алекс начал искать способы обеспечить их всем необходимым. Он отнес их к ветеринару на обследование, подбирая для каждой собачки имена в соответствии с их характерами и особенностями: Мия, Зевс и Лия. Вновь обретенная семья зажила новой жизнью. Их дом наполнился звуками радости, когда они играли в саду и наслаждались вниманием. Алекс часто делал совместные фотографии с Луной и ее новыми друзьями, размещая их в социальных сетях. Вскоре семья Алекса привлекла внимание людей, и многие из них предлагали помощь, чтобы расширить возможности приюта и найти еще больше спасающихся зверей. Прошло время, и Алекс запустил благотворительную программу по спасению животных. Он делился своей историей, благословенной судьбой и сердечным воссоединением с Лунной. Его успехи вдохновляли многих, и все чаще он получал письма от других владельцев, которые потеряли своих питомцев. Это стало настоящей эмоциональной поддержкой. Он начал организовывать встречи для любителей собак и находить им благоприятные условия для будущих усыновлений. Эта история стала не только историей о спасении, но и настоящим символом любви и преданности, который перешел границы человеческого понимания. Никакая преграда не смогла бы остановить Луну, которая однажды потерялась, но в конце концов нашла лучший дом с хозяином, который стал ее истинной семьей. Итак, в мире совершенных условий собаки снова обрели тепло и любовь, и каждый встретился с настоящими хозяевами, подобными Алексу, готовым поделиться своим большим сердцем. Большое спасибо за внимание к этой трогательной истории. Надеемся, она вдохновила вас на добро и помогла оценить ту любовь, которую собаки могут принести в нашу жизнь. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы поддержать нас в нашем благом деле.